Ребята, у меня для вас не совсем хорошая новость. Да, у меня на ноге гипс. Случилось все совершенно по глупой ситуации, по моей невнимательности. Я просто банально спускалась с ступенек, куда-то там отвлеклась, подвернула ногу и все, получайте вам гипс. Так что, ребят, будьте внимательны, когда спускаетесь по ступенькам. Это может обернуться неизвестно чем для вас. Так что мне с этим гипсом ходить где-то до 6 мая. И да, как это не печально. Я, кстати, его разукрасила, чтобы мне было хотя бы немножечко весело смотреть на этот печальный гипс. И еще хочу сказать вам, ребята, огромное спасибо за вашу поддержку, потому что когда я выставила фото моей печальной ноги в Инстаграм, столько позитивных комментариев посыпалось, столько пожеланий о том, чтобы я поскорее выздоровела, поскорее были новые тренировочки. Это меня безумно мотивирует. Логично, что у вас возникнет вопрос, как я поддерживаю себя в форме в то время, когда у меня такое вот чудо приключилось с моей ногой. Что сделать для того, чтобы не потерять тонус мышц, не потерять как-то фигуру свою, хотя бы не набрать какие-то лишние килограммы, не отрастить себе какой-то мамончик. В общем, что я делаю для того, чтобы себя держать в форме. Я хочу вам дать некоторые советики и показать упражнения, которые лично я выполняю вот на протяжении уже недели. Я, конечно, не каждый день занимаюсь, и вообще любые тренировки я каждый день не делаю, но раза 2-3 недели легкие тренировочки можно проводить такие. Но опять же, я не врач, ни в коем случае, и что-то советовать вам, делайте это, я не буду ни в коем случае. Перед тем, как что-то вы выполнять начнете, обязательно посоветуйтесь с вашим врачом, который наложил вам гипс, который знает все о вашей травме. Конечно, еще раз повторюсь, не дай бог, чтобы с вами случилась такая ситуация, но просто так как я оказалась в такой ситуации, я могу вам дать некоторые советы и показать, как я занимаюсь с моей травмой. Я знаю, что у меня ничего не болит, я советовалась с моим врачом, и я знаю, что мне можно выполнять эти упражнения. Сейчас я хочу акцентироваться именно на питании, потому что здесь питание играет самую главную роль. И даже, может, не питание, а здесь вы больше должны направить все свои силы, все свои мысли на то, чтобы вы восстановились, чтобы вы были здоровы, не дай бог себе не навредили, еще не хуже не сделали. Так что насчет питания, как я сейчас питаюсь. Если вы помните, я рассчитывала свою норму калорийности, и она у меня выходила где-то 2100 калорий в сутки. Но при этом я занималась 3-4 раза в неделю, и, естественно, я занималась усиленно, нормально так, хорошо, с 2 ногами, в общем, можно сказать. Сейчас, конечно же, ситуация совсем другая, и у меня очень такой сидячий, мягко говоря, образ жизни, поэтому мою калорийность я уменьшила на 500 калорий, если, может, даже не больше. Уменьшаю я как? Я убираю сложные углеводы. Конечно, не все, но чуть-чуть углеводиков убираю. Белки я стараюсь практически все оставлять, для того, чтобы мои мышцы не ушли. Мне не хочется их потерять. Жиры я, в принципе, оставляю. То есть углеводы мы уменьшаем. Тем самым мы уменьшаем свою калорийность. Конечно же, я не сразу это сделала, не в первый же день, когда у меня такая ситуация случилась, но постепенно я их уменьшала, для того, чтобы все-таки тоже энергия нужна, хоть я и сижу на диване, ничего не делаю особо, но энергия тоже нам нужна. Мне не нужно 2100 калорий сейчас, я просто не все их потрачу за сегодня и вообще за все остальные дни. Мне столько не нужно для того, чтобы сидеть на диване с задратой ногой. Мне хватает там 1500-1600 калорий, и этого мне вполне хватит, чтобы не поправиться. Также, чтобы моя травма восстановилась как можно скорее и как можно качественнее, я стараюсь в свое питание приносить больше фруктов, овощей, то есть витаминов разных. Еще купила себе таблеточки Кальцимин Адванс. Кальций в первую очередь нужен костям, чтобы они быстрее срастались, все там хрящики посрастались, это тоже очень-очень важно. Это первое, что вы должны пить в таких ситуациях. Творог, там, где кальций, выбирайте все продукты там, где кальций. Хорошо, мне повезло, что я очень люблю творог, я его каждый день по пару раз кушаю, и я вообще в восторге от такой диеты с творогом. Так что, ребят, вот в принципе ничего сложного с моим питанием не происходит, я банально уменьшила углеводы, все. Что касается еще самой ноги и ухода о ней, что мне посоветовал лично мой врач? Я просто вам говорю, мало ли, врачи везде разные. Может кто-то что-то недосказать, может кто-то другое сказать. Ну, я говорю просто лично на своем опыте, может вам это, не дай бог, еще раз пригодится. Так что мне посоветовал мой врач?
Я купила такой эластичный бинт, я думаю, вы все знаете, что это такое, в любой аптеке продается, и я обвязываю потом на ночь, и в принципе в целый день я в ней хожу, в этом бинте обвязываю свою ножку, не сильно туго, чтобы там ничего не передавилось, но чтобы она там не болтыхалась по самому гипсу. Бинт обязательно тоже у меня есть. Еще по совету моей мамы, которая тоже недавно пережила мелкий такой перелом, я купила мумиё и пью его с чаем, добавляю в чай. И, ребята, это какой-то ужас, мягко говоря, это ужасно. Но что не сделаешь для здоровья, нужно пить. Тем более у меня там какие-то кости такие мелкие, какая-то косточка, вот если честно, перелом 5-й плюсневой кости. В общем, какая-то мелкая куриная косточка у меня там в ноге сломалась. Я не знаю, как это случилось. Я, ребят, я не отвечаю за себя. В общем, тоже. Так что помним, да, витамины, кальций и мумиё еще может помочь. В общем, это то, что, в принципе, чем я сейчас развлекаюсь, да, в питании своем. Ну а сейчас я вам покажу упражнения, которые я выполняю с моей травмой. Еще раз повторяюсь, не факт, что эти упражнения подойдут именно вам. Советуйтесь с вашим врачом, и тогда будете уверены, что с вами ничего, не дай бог, не случится. Так что вот такие вот упражнения я выполняю где-то 2-3 раза в неделю. Их можно выполнять даже лежа на кровати, лежа на диване, ничего для этого не нужно. Главное, что я чувствую себя комфортно, моя нога чувствует себя комфортно, и эти упражнения благотворно влияют на мою фигуру, так почему бы и нет. Так что, ребят, спасибо за ваше внимание, за ваши пожелания, за ваши теплые слова. Я все это чувствую, правда, и чувствую на своей ноге. Надеюсь, все скоро пройдет, и я в скором времени восстановлюсь, и мы начнем с вами новые жгучие тренировочки. Всем спасибо за внимание, пока!